Когда ты впервые заходишь в игру, где враги слишком тактительные и помимо обнять хотят тебя сожрать, ресурсов мало, а в наличии только голый энтузиазм, как твоя задница, твоя первостепенная задача — задуматься о зоне комфорта в виде собственной базы. Если ты любишь начинать с нуля или постепенно обустраивать свое маленькое убежище, то такие игры прям твоя тема. В этой подборке я собрала проекты, где создание базы не просто приятный доп, а важная часть выживания в игровом мире. Всем здрасте, с вами Настя, и с тебя лайк и подписка, с меня интересный факт об игре из списка. Погнали! Ark Survival Evolved. Это выживач в открытом мире, где ты начинаешь как умба-юмба, без одежды и оружия. Только ты и остров, полный ресурсов и динозавров. Сначала все как везде. Собираешь камни, рубишь деревья, крафтишь примитивные инструменты. Также следишь за голодом, жаждой, температурой и погодой. Главная фишка Ark — приручение существ. Здесь более сотни динозавров и других первобытных созданий, с помощью которых можно ездить, перевозить ресурсы, атаковать базы и защищать территорию. А еще их можно разводить, выводить лучшие характеристики и собирать собственную генетическую армию. Но и гарантирована стройка на сотни часов. Ты можешь возвести простую хижину или полноценную укрепленную базу с электричеством, турелями, генераторами, водопроводом и автоматикой. Есть ПВЕ и ПВП. Другие игроки могут нападать на твои сооружения, где бы ты ни построился. Джунгли, горы, океанские глубины, пещеры и снежные регионы. Есть боссы, продвинутая ролевая система, проще говоря, есть все, и вопрос в другом. Есть ли у тебя столько свободного места на компе под эту игру? Интересный факт. Ark поддерживает перенос персонажей и предметов между серверами через систему обелисков. И это создает целую мета-вселенную, где ты можешь путешествовать между ними, развиваться и переносить свое влияние дальше. Также прожженные игроки в курсе, но если ты новичок, знай, что эффективность приручения напрямую влияет на финальные характеристики существа, а скорость кормления и тип еды меняют итоговые бонусы. Рафт. Это приключение на маленьком плоту посреди бескрайнего океана, где у тебя нет ничего, кроме пластикового крюка. Ни островов вокруг, ни ресурсов под ногами, только вода и обломки, проплывающие мимо тебя. Твоя задача проста — не кончиться от жажды, голода и акулы. Основной геймплей строится вокруг сбора ресурсов. Ты ловишь крюком доски, пластик, бочки с ценным лутом, расширяешь плот, строишь очистители воды, грядки, печки и постепенно превращаешь жалкий обломок в полноценную плавучую базу. Чем больше плот, тем больше возможностей. Несколько этажей, фермы, системы хранения, защита от акулы. Но просто дрейфовать не получится. В океане встречаются острова и сюжетные локации, заброшенные платформы, города на воде и другие остатки цивилизации. Там тебя ждут новые ресурсы, чертежи, опасности и фрагменты истории о том, что случилось с миром. Под водой тоже кипит жизнь. Можно одному или с другом нырять к рифам за металлом, водорослями и редкими материалами. Но кислород ограничен, а акула постоянно кружит рядом и пытается отгрызть кусок твоих филей или похавать клетчатки в виде твоего плота. Интересный факт. Рафт начинался как студенческий проект и вышел в ранний доступ в 2018 году. Благодаря поддержке игроков игра значительно выросла, получила полноценную сюжетную линию, крупные локации и десятки часов контента. Игроки обнаружили, что плот движется не случайно. Направление течения привязано к генерации островов и сюжетных точек. Если правильно использовать парус и якорь, можно более эффективно контролировать маршрут. Vampires: Bloodlord Rising. Это мрачная смесь выживания и ролевого экшена, где ты становишься повелителем вампиров в готическом открытом мире. Ты играешь за Драгоса, пробужденного ото сна кровососа, который хочет вернуть себе власть. Да, ты тут играешь за злодея, и твоя база — древний замок. Ты не просто строишь стены, а создаешь полноценную вампирскую крепость с большими залами, мастерскими и тайными комнатами. Сердце замка нужно подпитывать кровью местной фауны. Это открывает новые территории, усиливает способности и продвигает сюжет. Исследуй мир и разнообразные локации, деревни, леса, руины и опасные регионы. Но охотиться придется ночью. Днем ты уязвим, а инквизиция не дремлет. Постоянно нападают, вынуждают тебя укреплять оборону и прокачивать боевые навыки. Ты можешь порабощать людей и создавать слуг вампиров. Порабощенные добывают ресурсы, крафтят предметы, строят здания и защищают твой замок в дневную смену. А самому можно превращаться в летучую мышь для быстрого перемещения, выбрать стиль скрытого хищника или стать тираном, чтобы не только чужие боялись. Интересный факт. Разработчики рассказывали, что система гипноза задумывалась как инструмент стелса и контроля свидетелей. Но игроки начали гипнотизировать не только людей, но и кроликов. Игроки также нашли софтлог, связанный с формой летучей мыши, когда персонаж умирал в тесном месте и не мог обратно трансформироваться из-за нехватки пространства. Звучит забавно, и этот баг уже пофиксили. Enshrouded.
Это фэнтезийный экшен с элементами выживания и строительства, где ты играешь за племя рожденного, последнюю искру надежды вымирающего человечества. Ты пробуждаешься в разрушенном королевстве Эмбервилл и постепенно возвращаешь этим землям жизнь. В кооперативе до 16 человек исследуешь древние руины, опасные биомы и зоны, окутанные тлетворным туманом. Новые локации дают доступ к редким материалам, оружию, броне и дополнительным навыкам в древе развития. Боевая система сочетает ролевую прокачку и динамичные сражения с врагами разной сложности. Можно выбрать стиль волшебника, воина или следопыта, использовать магию, дальний бой или ближний бой с уклонениями и парированием. В мире встречаются элитные противники и серьезные боссы, требующие подготовки. В игре воксельная система, позволяющая создавать масштабные здания практически без ограничений. Можно возводить замки, залы, мастерские, полностью перестраивать ландшафт и обустраивать базу по своему вкусу. В поселении можно размещать NPC-ремесленников, которые открывают новые рецепты и расширяют возможности крафта. Интересный факт. Enshrouded получила признание за одну из лучших систем строительства в жанре выживания. Позволяет создавать базы с деталями и фэнтезийными дизайнами, которые действительно отражают стиль игрока. Вот новая система водных биомов, каналов, ирригации, механик рыбалки открыл игрокам новые способы взаимодействия с окружением и даже возможность строительства под водой. Официальный релиз 1.0 запланирован на осень 2026 года. Abiotic Factor. Кооперативное выживание от 1 до 6 игроков в стиле научной фантастики 90-х, где ты играешь за ученого, оказавшегося в эпицентре катастрофы в секретном исследовательском комплексе. Ты – сотрудник глобальной научной организации ГЕЙ. И после сбоя в системе безопасности лаборатория оказывается захвачена аномалиями, существами из других измерений и фанатичной военной сектой. За монолит, так сказать. Игровой процесс строится вокруг крафта и импровизации. Ты создаешь оружие и инструменты буквально из офисного хлама. От деревянных дубинок и ловушек до лазерных пушек и порталов. Враги сильнее физически, поэтому побеждать приходится смекалкой. Но и про прокачку не забывай. Вначале ты выбираешь специализацию – ботаник, инженер, аналитик, строитель и так далее. Помимо голода и усталости, нужно следить за температурой, радиацией и другими условиями, влияющими на выживание в разных секторах комплекса. Можно обустраивать базы, перевозить оборудование на тележках и погрузчиках, строить укрепления, чтобы выжить посреди этого хаоса. Интересный факт. Несмотря на стилизацию под олдскульную научную фантастику, игра работает на Unreal Engine 5, поэтому системные требования заметно выше, чем может показаться по визуалу. Если коротко, это смесь Half-Life, кооперативного выживания и научной песочницы, где главный инструмент выживания – твои мозги. Еще ящики от защитных ворот, которые встречаются в ранних зонах, нельзя открыть до определенного этапа прогресса. Игроки нашли руководство и сообщение о том, как получить ключи через торговлю. Вот такая база-строительная подборка у меня получилась. Если тебе нравится процесс создания уголка безопасности и ощущение, что каждая стена поставлена не зря, думаю, ты залипнешь не на 1 десяток часов. А если тебе захотелось поиграть в одну из этих игр с подборки, значит моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами был Настена. Всем пока-пока.